Что ж, всем привет! Сегодня я нахожусь на кухне. Что я тут делаю? Я не собралась есть. Я собралась готовить. Звучит рискованно, но на самом деле все немного проще, потому что мы будем готовить чизкейк. Вы когда-нибудь готовили чизкейк? Если нет, то добро пожаловать! Я готовила чизкейк 2 раза. Будем надеяться, что в этот раз тоже получится. Первый раз получилось средненько, вот так вот. Второй раз получилось реально хорошо. Поэтому я подумала, не так много людей умеют готовить чизкейк. Я могу научить достаточно простому рецепту. Во-первых, что нам понадобится? Сыр творожный 600 грамм. Сливки самые обычные 20 или больше процентов 200 грамм. Да. Масло 100 грамм. 300 грамм печенья. Тут больше, но ничего, да. 3 яйца и 150 грамм сахара. Все вот это должно быть комнатной температуры, поэтому сначала мы займемся печеньем, а потом всем остальным. Мне кажется, одна из самых сложных частей — это размолоть печенье. 512. У меня есть тарелка, и нужно высыпать все в тарелку. Теперь нам нужно измельчить печенье. Можно это сделать на терке, можно его поломать руками, но я не знаю точно, как это сделать. А можно это сделать жужжалкой, но сначала нужно чуть поломать его так. АСМР ломания печенья. Вот так вот выглядит печенье. Теперь его нужно размельчить жужжащей штукой. Мне страшно. Надеюсь, все получится. Кажется, что это была плохая идея. Я все-таки решила сделать это на терке. И, видимо, все это было зря, потому что теперь каждый маленький кусочек нужно размельчить. Общий вердикт. Вся кухня в печенье. Я сделала, как-то оно все еще кусочками. Но мы сейчас попробуем все-таки второй раз этой жужжащей штукой. Может, в этот раз все-таки получится. Никто не идеален, как и это печенье. Так что, да. Возможно, нормальные люди делают это как-то иначе, но да, я делаю так. Теперь в очередь вступает масло. И масло нам нужно 100 грамм, которое мы будем добавлять в печенье. Подумаем аналитически. Если в сумме 180, упаковочка полная примерно вот так, значит, тут не хватает грамм 20. Это значит, что тут 160. 160 напополам — это 80. И чуть-чуть вот сюда — это будет 100. И вот всю вот эту часть 100 грамм закидываем сюда. Должно быть вот такое вот мягенькое. Угу. И теперь нужно все вот это размять. То есть масло должно быть полностью растворено в печенье. Вот таким вот образом. На самом деле, я сейчас подумала, что когда я готовила в прошлый раз, я делала это руками, перемешивала, поэтому давайте так сделаем. Ну, возможно, кому-то хватит терпения сделать это, но я хочу немножечко поторопиться. Это что, слайм? Нет, это не слайм. Это основа для чизкейка. Должна получиться что-то вот подобное. Оно должно, можно сказать, лепиться хорошо. И теперь мы берем форму для запекания. Да, вот такую. И для начала ее нужно собрать, наверное. Опа, вот такая. Я забыла то, что ее, наверное, нужно смазать маслом. Или нет? Смажем. И теперь нужно все вот это вот вывалить вот сюда. Мне кажется, что это только кажется, что много, а на самом деле это будет нормально.
И теперь нам нужно хорошенечко это все вот так вот распределить и сделать такую чашечку из печенья. Нужно вот так вот плотненько все делать, чтобы оно не рассыпалось. Ну, как-то так должно будет получиться. Теперь нам все вот это нужно поставить в предварительно разогретую духовку, которая разогрета до 180-200 градусов, и оставить выпекаться на 5-10 минут, что-то в этом роде. Ну а пока у нас проходят эти 5-10 минут, будем готовить основу чизкейка. Для начала мы берем творожный сыр и полностью его выкладываем в тарелочку. Теперь нам вот сюда нужно добавить сахара. У меня есть вот такая измерительная штука, можно найти сахар, и нужно 250 грамм. Ну и, соответственно, добавляем. И теперь это все нужно перемешать. Можно, конечно, такой же жужжалкой, только с другой насадкой, но из-за того, что сыр твердый, то пока что можно обойтись и ложечкой. Ну, в общем, как-то вот так. Теперь нам нужно вбить сюда 3 яйца. Совсем забыла сказать то, что это нужно делать по одному, то есть одно яйцо перемешать, одно яйцо перемешать. После того, как мы вбили первое яйцо, оно становится достаточно мягеньким, и можно уже воспользоваться жужжалкой. Только нужно на низкой скорости, потому что, чтобы не было много пузырьков, чтобы оно потом не потрескалось, что-то вот в этом роде. И третье яйцо. Теперь настало время добавлять сливки, но после сливок уже не пользуюсь жужжалкой, потому что, чтобы точно не было пузыречков внутри. Бинго! Я почти забыла про то, что у меня выпекается это. И вот таким вот образом. Да. Теперь нужно подождать, пока оно чуть-чуть подостынет. Пока я буду это аккуратненько перемешать. Должна получиться вот такого вот рода консистенция. Теперь нужно немного подождать, пока он подстынет. А из этого, чтобы вышли лишние пузыречки, которые я намешала. На самом деле, я где-то слышала то, что в чизкейк что-то еще кладут или что-нибудь в этом роде, но я решила, что это было бы немножечко лишним. Ну, я не знаю, просто мне так кажется. И сейчас прошло уже несколько минут, и думаю, что настало время наливать туда. И теперь вот в эту слегка подпеченную красоту нужно залить еще одну красоту. Аккуратненько. Она даже немного погуще стала, когда чуть-чуть постояла. И теперь вот, чтобы оно было чуть более равномерненько, нужно совсем чуть-чуть вот так. Ну, чтобы оно было ровненько. По итогу вот эти вот бока, которые они получились чуть выше, чем я ожидала. Но ничего страшного, их можно просто аккуратненько обрезать. Получается довольно неплохо. Я делаю вот так вот. Чуть-чуть подрезаю, оно такое хрупенькое. Поэтому просто аккуратненько опадает. Теперь остался самый довольно сложный момент. У нас разогрета до 200 духовка. И получается мы выпекаем 10 минут под 200 градусов. А потом через 10 минут убавляем до 110 и готовим еще около часа. Вот в теории. На самом деле, как испечется, так испечется. Победа! Вот так вот красивенько оно там выпекается. Пришла, чтобы сменить температуру до 100. Вот 110. Вот как-то
вот так. Ну, он себя там чувствует довольно хорошо. После очень и очень долгого ожидания прошел час. И вроде как я смотрела много раз на него, и вроде как все готово. Какая красота. Нужно, чтобы он немного сейчас подостыл, и потом можно будет оттуда достать, а потом на пару часиков в холодильник. Прошло почти 20 минут после того, как я достала, и теперь нужно... Да, я боюсь, что делать. Боюсь, что сейчас, если все рассыпется, то на этом все закончено. Даже не рассыпалась. Смотрите, какая красота. Он прям получился, знаете, почти идеальный. Не знаю, как на вкус. Тоже должно быть неплохо. Вот такой вот у нас итог. Хэштег хозяюшка. Нет. Думаю, что на этом можно заканчивать. Буду надеяться, что кто-нибудь из вас, может быть, попробует такой рецепт, если захочет заморачиваться, как я. Буду надеяться, что вам понравилось это видео, что вы поставите лайк, что вы напишите в комментариях, попробовали вы, или, возможно, вам просто понравилось это видео, вы хотите что-нибудь написать. Ну, думаю, настало время сказать пока.